Привет, дорогие участники спикерского марафона по шагам анонимных алкоголиков. Добро пожаловать на наше очередное спикерское собрание. Меня зовут Ольга, и я алкоголик. И сегодня я служу ведущей на этом собрании. И начнем с минуты тишины. Пригласим Бога на наше собрание. Подумаем, где мы были. Вспомним наших товарищей. Тех, кто болен этой болезнью, кто умер от нее, кто в срыве, и кто все еще страдает, кто ищет дорогу к нам. Спасибо. Перейдем к нашей молитве. Боже, дай мне разум и душевный покой, принять то, что я не в силах изменить, мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого. И сначала краткое техническое сообщение. Сообщаем о том, что ведется аудиозапись этого собрания. Вот. Сейчас у нас спикерское собрание, тема спикерского 10-й шаг. И спикер у нас Джон, город Атланта, США, домашняя группа, 5-я традиция. Это собрание продлится час 15 минут. В конце, если вы захотите задать вопросы спикеру, пожалуйста, пишите в чате. И либо будем зачитывать вопросы, либо включим микрофон, чтобы вы могли задать вопрос. И перед тем, как начать собрание, я хочу спросить, Джон не против того, чтобы мы записывали спикерскую? Оль, уточнили, он не против. Все нормально, я просто не слышала. Прошу John, прощения. it's a question for you once again. If it's okay, we are recording the meeting. It's okay. Все хорошо, Оль. Ага, все окей. Тогда прошу, добро пожаловать, Джон, твое время. John, you're welcome to start. Oh, okay, great. Thank you very much for the invitation. I'm John, I'm an alcoholic. Спасибо огромное за приглашение. Меня зовут Джон, я алкоголик. Привет, алкаше. How does that sound? It sounds good. That's all the Russian I know. It's enough. Okay, good. So thank you again for the invitation. I'm glad to share my experience today on step 10. Dimitri and I spoke briefly, and the one phrase that I want to share with you that summarizes step 10 for me is the phrase, "We continue." Я повторюсь, я очень рад, что сегодня я могу выступать для вас. Мы немного разговаривали с Дмитрием, с переводчиком на сегодня. И основная фраза, которая является 10-го шага для меня, это «Мы продолжали». So we continue to do exactly what we've been taught up to this point. Мы продолжаем делать все то, что мы делали до этой точки. Hopefully, by this point, we have worked the first 9 steps. Мы проработали первые 9 шагов до этого. We may still be making amends because often making amends takes a long time. Мы все еще могли возмещать ущерб, но возмещение всегда занимает достаточно долгое время. While we are doing the amends, we are continuing our spiritual program of action. Пока мы все еще делаем возмещение, мы продолжаем нашу духовную программу в действиях. Which is exactly the same as what we have done steps 1 through 9.
В принципе, это то же самое. Мы продолжаем делать то же самое, что мы делали до этого, до 10-го шага. I am still powerless over alcohol. My Yeah. life is still unmanageable. And so I need a spiritual connection, a spiritual way of life. Я все еще бессилен перед алкоголем, признаю, что моя жизнь неуправляема, и мне по-прежнему нужен духовный образ жизни. And I realize that translation of the big book in different languages into Russian is difficult. And so the language might change somewhat. Я понимаю, что перевод на другие языки большой книги «Анонимных алкоголиков» достаточно сложная штука, и смысл большой книги, конечно же, при переводе может меняться. In the English version, in the first paragraph, it uses the phrase continue 4 times. В английской версии, в оригинале в бигбуке, в первом абзаце фраза «мы продолжаем» используется 4 раза. It says we continue to look for our character defects, which are going to come up again. Мы продолжаем изучать наши дефекты характера, которые вылезают постоянно, пока мы выздоравливаем. So I am very self-centered. Я эгоцентричен. I think first of myself. I can't help it. Я ничего с этим не могу поделать, но в первую очередь я всегда думаю только о себе. My thoughts are often on my sex life, my finances, and what everybody thinks about me. John, the connection was lost a little bit. Can you repeat? Yes, of course. My thinking is naturally about my sex life and my finances and what does everybody think about me. Did you get that, Dimitri? Dimitri, can you hear me? Excuse me, let me then translate. So, if I'm not mistaken, my life was built around alcohol, sex, and Money. what? Ами? Money. Маме. Ой. Money, yes. Money. Окей. Так, моя жизнь была построена вокруг алкоголя, секса и денег. Ага. Спасибо, Миш. Dimitri, you back? Yeah, I'm back. It's about my connection, something with my... No problem. So Max was helping. So all of these very self-centered thoughts are still a big part of my life, a big part of my personality. Все еще такие мысли, эгоцентричные мысли, часть моей жизни. And I'm not cured of alcoholism because I worked the first 9 steps. И, увы, я не излечился от алкоголизма, проработав первые 9 шагов. I must continue to try to get closer to God and have my life be, not run by myself. Я должен продолжать, mostly, but I don't know, something is my connection, internet. I must continue to try to have a spiritual connection. Я должен продолжать пытаться продолжать находить духовное присоединение, духовный коннект. And this requires action on my part, for me.
И это, конечно же, требует действий с моей стороны. So what does that look like? Как это все-таки выглядит? The first thing, this is a very important aspect of sponsorship. В первую очередь, и вот самая главная вещь в спонсорстве. I am 32 years sober now. I still have a sponsor. Несмотря на то, что у меня 32 года чистоты и трезвости, у меня по-прежнему есть спонсор. I have a sponsor that knows that he is my sponsor. И мой спонсор знает, что он мой спонсор. Because it's easy to say I have a sponsor, but not use the sponsor, yes? Да, очень легко сказать то, что у меня есть спонсор, но не работать с ним, не использовать, так сказать, ту работу, которая должна быть проделана со спонсором. I talk to my sponsor, say, at least once per week. Я разговариваю с своим спонсором минимум один раз в неделю. And more often, if I'm dealing with something difficult in my life. Ну и еще чаще, если у меня какие-то сложности в жизни появляются. So we continue to take inventory. Мы продолжаем делать личную инвентаризацию. Sometimes the inventory is as simple as a conversation with a sponsor. Иногда эта инвентаризация заключается просто в разговоре со спонсором. Other times it is requiring me to sit down and write another inventory. И иногда она требует от меня садиться и писать еще одну инвентаризацию. The longer I've stayed sober, the fewer inventories I've had to write, but the more conversations I've been willing to have. Чем больше у меня трезвости, тем, конечно же, меньше я хочу и сажусь писать инвентаризации. И больше желания у меня просто поговорить. We never get perfect. Мы никогда не будем идеальными. I like to tell stories of the things that I'm still having a hard time with. Я все еще предпочитаю делиться своими сложностями, когда у меня сложности, я предпочитаю ими делиться. So I'll give you an example. Вот пример этого. So earlier this year, В этом году I have a neighbor who refuses to put her dog onto a leash. You know this word leash? Yes. У меня сосед, который до сих пор все еще отказывается свою собаку посадить на поводок. Everybody else in the neighborhood puts their dog on a leash, but my neighbor refuses to. Все у нас во дворе ходят с собаками на поводке, кроме одного. I've talked to her about this several times. Я с ней разговаривал несколько раз по этому поводу. So one day, И однажды I'm driving down the street, and her dog runs out, and I run over her dog by accident in the street. я подъезжаю к дому, собака выбежала, и я нечаянно наехал на ее собаку. The dog was not hurt. Собака не пострадала. The tires missed the dog. Колесо прошло прямо возле собаки, но не наехал на нее. But I didn't know that at first. I jumped from the car, and I said, "Is the dog okay?" Первое, что я сделал, это я выбежал из машины и спросил, все ли в порядке с собакой. I like dogs, so I was a little bit upset. Я, в принципе, люблю собак, и я немного был расстроен. So the neighbor says, the dog is fine, it just went underneath but did not hit the tire. Она ответила, все в порядке с собакой, ты почти ее задавил, но все хорошо.
So then I was a little bit relieved, Я немного успокоился, and then I got very angry. и после этого мне стало, я очень разозлился. And I started screaming at the neighbor. И я начал кричать на эту соседку. I'm calling her awful names. I won't repeat them. Я даже называть не хочу те слова, которыми я ее называл. And then I got back into my car and squealed the tires. Я сел обратно в машину. Squeal? What means squeal? Like burn the rubber on the road. Окей. Я сел в машину и резко газанул. Because that showed her. Чтобы показать ей. That night, in thinking about my day, I realized that I was acting like a maniac and owed an amends. В тот вечер, когда я сел и успокоился, начал анализировать свой день, я понял, что я вел себя как маньяк без чуточки здравомыслия. For calling her all those bad names. Называя ее и крича всякими разными плохими названиями, именами. I called her very many very bad names. Я очень называл и очень плохими словами. So the point is, so I went and made the amends the next day. Again, something with connection, John. Can you repeat? Yeah. So I went to make the amends the next day. Я пошел возмещать ущерб на следующий же день. And told her that I should not have spoken to her like that. И, сказал, что я не должен был разговаривать таким образом с ней. So we're fine now. Вроде все окей, да, хорошо. But the point is, at 32 years sober, I can still get angry and act like an alcoholic. Вся суть в рассказанном это то, что несмотря на 32 года трезвости, я могу все еще вести себя как безумный алкоголик. So I want everyone to understand here that we never get perfect. We do not become saints. Я еще раз хочу повторить и заострить на этом внимание, что мы никогда не станем идеальными и никогда не станем святыми. Most of my life is not like that. Большая часть жизни, моей жизни не такая. I have been sober 32 years. I have a good life. I have a good job. I have a good family. I have many, many good things. 32 года трезвости дали мне хорошую жизнь, хорошую работу, у меня есть хорошая семья, и, в принципе, я доволен своей жизнью. But I still am capable of being an angry, self-centered alcoholic at times. Но это не дает мне, что иногда я могу вести себя как эгоцентричный алкоголик, злой алкоголик. I don't need to feel badly about this. И мне абсолютно не нужно чувствовать виноватым и плохо себя из-за этого. But I do need to take the corrective action, the proper response to such times. Но я должен делать правильные вещи, чтобы исправить такие ситуации, сразу же. It says in the big book в большой книге говорится, that we are not cured, что мы не излечились, that we have a daily reprieve. Does these words? Yes, I understand. I read 10th step every day in Russian and these 2 days in English. У нас ежедневная, мы не излечились, но у нас есть ежедневная отсрочка. But the daily reprieve is based on my daily action. Но моя ежедневная отсрочка зависит только от моих ежедневных действий. It's not based on how I feel. Это не основано на том, как я себя чувствую. Some days I feel very spiritual.
Иногда какие-то дни я чувствую себя очень духовно просветленным. Other days, I do not feel very spiritual. А какие-то дни я вообще себя не чувствую духовно. But regardless of how I feel, connected or not connected, Но неважно, как я себя чувствую, это вещи не взаимосвязаны. I need to take the same actions. Мне необходимо делать одни и те же вещи. And this is very difficult for an alcoholic like me. И это очень сложно для алкоголика, как я. I want to take the action if it makes me feel good. Я хочу только делать те вещи, которые приносят мне удовольствие. But my sponsors have always told me that I need to take the action regardless of how I feel. Но спонсор мне говорит всегда, неважно, что ты хочешь, что ты чувствуешь, нужно продолжать действовать. My whole life I've been spending based on how I feel. Я всю свою жизнь провел, моя вся жизнь основывалась на действиях, которые зависели от того, как я себя чувствую. I want spirituality to be like alcohol, where I take it and I immediately feel better. К той духовности, к которой я привык в употреблении, это то, что я употребляю, и от этого мне становится хорошо моментально. But that is not my experience. Но это не мой опыт. Many times I have to do things when I do not feel like doing them. John, can you repeat? Yes, many times I have to take actions even when I don't feel like taking them. Да, очень часто, зачастую мне приходится делать те вещи, которые я абсолютно не хочу делать, и у меня нет настроения их делать. Some days I'm very tired. I do not want to return the phone calls of my sponsees. Какие-то дни я вообще очень уставший и не хочу брать звонки, принимать звонки от своих поспонсорных. Some days it's very cold and wet and I don't want to drive to the meeting. Иногда на улице холодно и дождливо, и я не хочу ехать на собрание. And it's very funny to me that when I was drinking or doing drugs, there was no amount of effort that was too much for me to go out and get drunk. Очень смешно для меня, что когда я пил и употреблял наркотики, для меня мои настроения ничего не значили. If I needed a drink, I would find the money and go out to get one, even if it was 3 o'clock in the morning and it was snowing. И неважно, было ли 3 часа или 4 утра, если мне нужно было выпить, я вставал и шел, и было ли холодно, дождливо или шел снег. Я вставал и шел и искал себе выпивку. So I need to have the same willingness to do my AA program as I had to go and get a drink. И, в принципе, мне нужна та же готовность, с которой я пил или употреблял, та же готовность совершать действия по программе AA. I have a fatal chronic illness. You know this word, chronic? Да, yes. У меня хроническое, смертельное, неизлечимое заболевание. It's like diabetes. Я сравню это с диабетом, сахарный диабет. If a diabetic said, I've been taking insulin for 2 years, now I think I don't need to take it anymore, that would be totally insane. Было бы абсолютно, не имело никакого бы смысла, это было бы вообще, если бы болеющий диабетом сказал бы после 2 лет принятия инсулина, сказал бы, что все, теперь мне хватит, инсулин больше принимать не буду. But that's exactly what my alcoholism would have me do. И это именно то, что мой алкоголизм заставляет меня делать. It would tell me that I've done enough
for AA. I've done enough for God. I'm spiritual enough, so I can stop doing those things. Именно это и говорит мне мой алкоголизм, что мне достаточно моих действий в АА, я достаточно духовно развит. И, в принципе, все хорошо. But obviously, many alcoholics have relapsed after many years and many decades of sobriety. И именно это подтверждает, что многие алкоголики после долгих лет, даже десятков лет чистоты срываются. So again, we come back to this idea that we must continue. И опять я прихожу к той идее, с которой начинал, что мы должны продолжать. It says in the big book in step 10 that the spiritual life is not a theory. В большой книге говорится, что духовная жизнь – это не теория. It's not a philosophy. Это не философия. It's a program of actions. Это программа действий. And part of that action is that I have to continue to look at myself and where I'm at fault in this life. И многие действия направлены на то, чтобы я смотрел на себя со стороны и на свои ошибки, которые я совершаю в своей жизни. And be willing to see where I make mistakes. И быть готовым смотреть на те вещи, которые я делаю неправильно, где я сделаю ошибки. Because I am absolutely going to make them. Потому что в любом случае я их буду делать. So I think that's a pretty good summary of step 10. Я считаю, что это нормальное подытоживание всего 10-го шага. So before I open for questions, I'll just tell a couple of quick stories. До того, как я открываю личные истории, So let me begin by telling you a little bit about myself. John, can you repeat? It's something with my connection again. That's okay. Let me begin by telling you a little bit of myself. Давайте я расскажу немного о себе. I started drinking young, drinking and doing drugs at the age of 13. Я начал употреблять и пить достаточно рано, в возрасте 13 лет. By the time I was 17, I drank every day. К 17 годам я пил каждый день. Morning till night. С утра до вечера. And I dropped out of school. И меня выгнали из школы. I don't know what the Russian equivalent of high school is, but I dropped out of high school. High school? High school? High school, it's in Russian, it's kind of like a college. It's Before university. Старшая школа с 9 по 11 класс меня выгнали оттуда. Yeah. I got sober when I was 20. И я стал трезвым, And I went back to school. когда мне стукнуло 20 лет. I went back to school and then eventually I went back to school and eventually to university. Тогда я вернулся в школу и попробовал. Пошел в университет, да, с 20 лет, когда стал трезвым, правильно? Просто у меня что-то со связью у меня что-то. Then I went to doctoral training for science for molecular biology. Я начал ходить к репетитору по молекулярной биологии. I was at a very prestigious school in the Ivy League in the United States. Я ходил в очень престижную школу в Америке. Она считается престижной. I was very proud to have come so far. Я был очень горд собой, потому что я... I was 8.5 years sober at this time. Мне было 8 лет трезвости на этот момент.
Да, Миш, подхватывай, потому что у меня связь то теряется. I don't know about you guys, but I have a very inappropriate sense of humor. Я не знаю, как у вас, ребят, но у меня достаточно inappropriate. What do you mean? Inappropriate What meaning kind of humor do you have? like a dark sense of humor. Да, у меня достаточно специфические чувства юмора с долей сарказма. The thing I think is funny is offensive oftentimes to other normal people. Я часто смеюсь над тем, что другие не смеются. И мне это смешно, а другим нет. So I made a joke in this way one day at work, and my boss Один was, раз я так... yeah, my boss was so Да, я angry, один раз... Ага. he threatened to kick me out of the program. Один раз я так пошутил на работе таким злым образом, и мой босс очень разозлился. He told me to get out and never come back. Он прогнал меня и сказал, чтобы я уходил и никогда не возвращался. And I was crushed. Ну, меня это выбило из колеи, конечно же. I was so upset with myself. Мне было очень жалко себя. I went outside to smoke a cigarette, Я вышел, чтобы покурить сигарету. and I sat there smoking my cigarette in the freezing cold and wondering what to do. Я стоял на улице, было холодно, я курил, мерз и думал, что мне делать дальше. This was before cell phones. Before self? Before cell phones existed. Это было еще до того, как существовали мобильные телефоны. It was the middle of the day, and I could not call my sponsor or anybody. Да, это было посреди дня, и я не мог позвонить кому-либо из АА или моему спонсору. So I just was praying, God, what should I do here? Я просто молился Богу, что мне сейчас нужно сделать. And I felt very remorseful. Remorseful. Yeah. Bad about one's actions. Я стоял и очень сожалел о том, что я о проделанном, и жалел себя, и думал, что делать. And the thought came to me that I just needed to go back and see my boss and apologize and tell him the truth that I just have an inappropriate sense of humor. И единственная здравая мысль, которая мне пришла, это вернуться на работу, поговорить с боссом, извиниться и объяснить, что у меня необычный вид юмора. And he forgave me and apologized for yelling at me. Он наорал, конечно же, на меня, но извинил и вернул на работу. And so by the end of the day, I was still a student there. И к концу дня я все еще был... It was your work job or it's... I was a doctoral student. I was getting a PhD. Окей. Это, как это называется-то, Миша? Студент, и дальше идет... Как я не понимаю, какой стипендиат, то есть он там писал какое-то что-то наподобие докторской, то есть на стипендии сидел. Ну да, когда заканчивают и вот учатся по практике, как это называется на русском, блин. Ну, докторскую... Аспирантура. Аспирантура. Он учился аспирантом и пошутил там с начальником, с каким-то, тот его выгнал, но к концу дня, когда тот извинился, он вернул его обратно, наорав на него. Научным руководителем. Научным руководителем. Спасибо, Миш. So anyway, the example, the story is, I felt like my feeling was this, that I'm always going to make a mistake and screw things up because that's what I've always done. Смысл всего этого, то, чему я научился, что всегда есть возможность того, что я могу накосячить, и, в принципе, я
привык косячить, и как бы из этого я извлек урок, что я могу косячить, но мне нужно совершать определенные действия, чтобы косяки эти загладить. But because I was willing to do a 10th step immediately and go and honestly face the difficulty, I was able to save the situation. Так как я применил 10-й шаг, моментально проанализировав ситуацию, проведя личную инвентаризацию, у меня появилось желание и готовность пойти и исправить эту ситуацию в лучшую сторону. And I did become a scientist and worked for 30 years as a scientist. So the program saved my career. И программа таким образом, 10-й шаг, тогда сохранил мою жизнь, мою карьеру. Я стал научным сотрудником и, в принципе, работал 30 лет ученым. It saved it from myself. What? My career was saved from being destroyed by me. Моя карьера была спасена от того, чтобы быть разрушенной мною самим. Because I'm the one with the unmanageable life. Я все еще... Моя жизнь все еще неуправляема. I'm the one with the character defects that get me into trouble. Я все еще обладаю теми дефектами характера, которые постоянно создают мне проблемы в моей жизни. But because of the program, even when I do get into trouble, I can recover from it. Но благодаря программе, даже когда я попадаю в эти проблемы и создаю себе эти проблемы сам, у меня есть возможность исправить эти ситуации. One of my sponsors told me that step 10 is for making mistakes and then making repairs to those mistakes. Мой спонсор говорит, что 10-й шаг – это для того, чтобы делать ошибки и иметь возможность починить эти ошибки обратно. So I think that's enough storytelling for now. So if people want to ask questions or talk amongst, Мне кажется, достаточно моей истории. So I'll be happy to take any questions or if we want to talk about step 10. И теперь можем перейти к вопросам. Я был бы очень рад ответить на вопросы по 10-му шагу, если такие имеются. And thanks everyone for listening. Thank you, John. We're just now thinking about questions. Thank you, John, a lot. Ребят, напоминаю, кто хочет задать вопросы, пожалуйста, пишите в чат либо единички, либо сами вопросы, и мы зачитаем либо вопросы, либо дадим возможность высказаться, попросим включить микрофон, и тогда переведут ваш вопрос спикеру. Если никого нет, я бы с удовольствием задал первый вопрос. Ой, меня не видно. Миш, сам или перевести? Не, давай, ты переводи, отрабатывай свое служение. Давай, жги, я буду отрабатывать свое служение. Окей. Джон, еще раз огромное тебе спасибо за спикерскую. Интересный John, опыт. One more time. Very, very grateful to you for your for this speaker meeting, for your information, for your share. Thank you. Тут я еще извиняюсь за такой фон. У нас тут корпоратив, я с него тихой сапой убежал в машину, и поэтому вот как-то так все происходит. I'm at a party at work, you know. It's and I left to the car, and maybe you can hear some voices and some noise from there. But now I'm in car and just wanted to ask you something. Давай, Миш. От остальных алкашей я еще и прячусь. Вот такой вопрос. А вот спонсор, он у тебя вот был один за всю жизнь, или у тебя они как-то менялись? Если менялись, вот это сорян. Если менялись, то почему? Вот так вот, если понятно. John, you have had only one sponsor since you started to recover, or you have I've had
some few sponsors. I have had 4. У меня было 4 спонсора. And in question was why you changed them. For different reasons. Разные причины. The first one, the first sponsor that I had, he got me through the steps one time, but then he moved. Первый спонсор провел меня по шагам, по 12, и потом он переехал. Also, he was pretty crazy. What? Yeah, it's okay. Also, he was pretty crazy. You understand crazy? Yeah, we understand. Миш, Он ты был слышишь? немного сумасшедший. Ага. Тогда вот вопросик сразу задам. One question in this, with this. In what way was he crazy? So how you understood it? He was. Нормально. You want to repeat the question, Dmitry, in Russian for everybody listening? Да, вопрос от Миши был в том, что как проявлялось, thank you, John, thank you, как проявлялось это, то, что он был ненормальный и немного, как Джон считал. In relationships, he still Yes, had a John, lot. I translate. You ready for me? Yes, but my connection all the time, you know, only by window I can see it, but my battery on telephone is. Yes, okay, now I'm ready. Okay. So he was kind of crazy in his personal life, relationships, and I moved to a sponsor who had been married for 20 years because I was getting married. Мой спонсор был немного ненормальный в плане отношений, и я выбрал того спонсора, у кого была семья уже на протяжении 20 лет. And the next sponsor I changed because I moved across the country for school. И потом третьего, получается, спонсора я поменял, потому что я уехал, переехал в другой город и начал учиться. And then next time, my sponsor was too old, and his health was not good, and so I'm still friends with him, and I still help him, but I got a new sponsor who's a little bit younger and more active. Ну да, третий спонсор был, он был, я так понимаю, в летах уже, и со здоровьем у него было не совсем, и я до сих пор с ним общаюсь, тепло общаюсь, помогаю ему, но я выбрал спонсора, который немного помладше. Because it's very important to me that I'm sponsored by someone who is doing better in the program than I am, or at least as well as I am. Да, для меня очень важно, что мой спонсор – это тот человек, который делает программу, работает в программе немного больше, чем я, либо так же хорошо, как я. They don't have to be perfect. They just have to be active. Да, не нужно быть идеальным, мы ими не станем, но нужно было быть активным в программе. Someone who can help me to do the program. Только такой человек мне может помочь в моей программе выздоровления. So that's sort of the reason. Вот такие причины, почему сколько спонсоров и почему я их менял. I hope that's helpful. Я надеюсь, что мой ответ помог. Да, спасибо большое. Thanks a lot. Thanks a lot. John, I have a question. Yes. How long have you been married? In pros, and how are you happy in this in your family? How you use the principles of program and family and all this stuff about relations? Because I'm in relations with an addict too. She's 13 years clean and sober, and we have been together since 2015,
and of course, when I'm sober, it's okay. But we have also conflicts and argue a lot when I'm sober too, you know. And right now, she lives at her mother, and I live alone at my flat. And you know, and actually, I understand that I need to go. We need to talk. We need to decide something. But something stops me. And I talked to my sponsor today, and he said that calm down. We write fourth step now, and when we are finished with fourth step, we will come to some decision. But now you don't need to hurry about your relations. If you are not broke up for sure, so it's okay. You just on pause, like, you know, and be ready with your fourth step. We do the fifth step, and then you make some decision about your relations. Can you share about your relations, how you come to them, and how you make you and your wife and your children happy in all this? Thank you. Yes, Вопрос, absolutely. I will translate first, because вопрос был такой про отношения, про семью, насколько Джон счастлив в этих отношениях, когда он их начал, кто его жена, какие принципы программы он использует в семье, как он решает конфликты и, в принципе, как мирится. И немного рассказал о своих конфликтах, о своей жене, которая тоже зависимая, что мы часто ругаемся, несмотря на срывы мои, или даже если когда я трезвый, мы тоже ругаемся. Вот про все это он сейчас будет делиться. Окей, Джон. It's a very important question. Очень важный вопрос. Because most alcoholics are terrible at personal relationships. Потому что большинство алкоголиков безобразны в личных отношениях с людьми. Ну и вообще. Particularly romantic relationships. Особенно в романтических отношениях. So, a little bit of my story again. Немного моей истории опять. So I was sober 2.5 years in AA before I ever got a sponsor or worked the steps. У меня было 2,5 года трезвости в программе АА, когда я нашел спонсора и начал работать по шагам. I went to 7 meetings per week and had a lot of fun hanging out with the alcoholics and addicts, but I never worked the program. Я 2,5 года просто тусовался, ходил каждый день на группы, да, общался с анонимными, все было хорошо, но просто я кайфовал, но не работал по программе, не делал шаги. And during that time, I had about 25 relationships. И за это время у меня было около 25 различных отношений. And every one of those relationships, to me, was very important. И каждое отношение очень важны для меня и давали мне опыт. I would say that God sent that woman to me because I met her at the AA meeting. Я считал, что именно Бог послал мне ту женщину, в которую я влюблялся, когда я увидел и встречал ее на собраниях АА. I would say that that woman was the love of my life. Я думал, что именно эта женщина та единственная любовь в моей жизни. And then 3 weeks later, that relationship would blow up. И 3 недели после этого эти отношения взрывались, рушились. And so I would immediately move on to another relationship. Миша, связь. И я тогда, немедленно переходил к новым взаимоотношениям. Окей, спасибо. So 25, maybe approximately 25 relationships just like that. И это я говорю, что примерно 25, может быть больше, может быть меньше. So I'm 2.5 years sober, and I'm totally miserable, and my life is incredibly unmanageable. Я 2,5 года трезвый, но моя жизнь абсолютно неуправляемая, и я чувствую себя абсолютно несчастным.
That's when I met my first sponsor and started working the 12 steps. Именно тогда я встретил своего первого спонсора и начал работу по шагам. He's the one who explained to me that the program is the 12 steps. It's not the going to meetings part. И именно этот человек объяснил мне, что программа выздоровления – это не собрание, не посещение собраний, а именно работа по шагам. I need to go to meetings, and I go to many, but it's not a substitute for working the steps. Да, собрания очень важны, и мне нужно ходить на них, и я хожу. Но это не замена того, что нужно работать по шагам. So I worked this 12 steps in about 6 months. Я прошел 12 шагов примерно за 6 месяцев. And since that time, I have had 2 relationships. И вот с того времени у меня было всего двое отношений. One was for 18 months, and the other is my wife of 25 years. Первые были 18 месяцев, и следующие отношения – это та женщина, с которой до сих пор моя жена, 25 лет мы вместе. She is also a sober alcoholic. Она тоже трезвый алкоголик АА. So in answer to your question, the only way that I know how to have a sane relationship is to work the program. And if my alcoholic partner is in the program, then she also has to work the program. Да, ответ на этот вопрос то, что если ты алкоголик, она не алкоголик, тебе нужно работать по программе, чтобы сохранить или иметь здоровые отношения. И также, если твой партнер анонимный алкоголик, то же самое и к ней нужно применять те же принципы, что нужно ходить, выздоравливать по программе. We are very happy, but that doesn't mean that we don't have problems sometimes. Мы очень счастливы вместе, но это ни в коем случае не значит, что иногда у нас возникают проблемы в отношениях. That's normal life stuff. Это нормальная жизнь. We have 3 children. They're grown now, and we've gotten through raising 3 children and staying sober and being active AA members. У нас 3 детей, и несмотря на это, у нас было время, чтобы выздоравливать и растить 3 детей. So the program works in every part of my life. Программа работает во всех сферах моей жизни. You know, I don't need a different program for relationships, a different program for work, a different program for every little aspect of my life. The program works for everything. Мне не нужна какая-то другая программа для какой-то части моей жизни. Программа работает для всех сфер моей жизни. Because my real problem is me. Настоящая проблема для меня. Alcohol and drugs are not really the problem. The problem is that I need alcohol and drugs. Алкоголь и наркотики – это не проблема для меня. Проблема для меня то, что мне нужны алкоголь и наркотики, что я нуждаюсь в них. So if I don't deal with the underlying problem, which is me, eventually I will need alcohol and drugs again. Если я не буду работать с той проблемой, которой я сам являюсь, то мне опять придет эта потребность в этих вещах, в алкоголе и наркотиках. So hopefully that answers your question somewhat. Yeah, John, yes. Somehow, but relations are it can be talked in hours about relations and about all principles we use, but the same my sponsor says that just work your program and everything will be okay. That's true. I must become okay whether or not my relationship works, whether or not my job works, because life changes, people change, jobs change. So I must do the program and be spiritually fit, regardless of my circumstances. Несмотря, на
все, что меняется вокруг нас, работа, партнеры, друзья, все может поменяться в жизни. Несмотря на все это, я должен продолжать программу выздоровления. Does anybody else have questions? Ребят, если есть еще у кого-то вопросы, добро пожаловать. Личный тогда вопрос. It's personal question then. Да. А если что, контакт оставишь, можно будет тебе как-нибудь набрать, поболтать? Mikhail asks if he can get your contact and just keep in touch sometimes with you. Yes, of course. I'll post in the chat. Да, без проблем. Я оставил свои контакты в чате. Oui, thank you. John, one more question. Da. Do you think it was important for you? You said that all these relations which you had these first 2.5 years when you get sober. But anyway, do you think this time when you was like free man and you had the fun and you went to meeting every day and had fun with anonymous, with other alcoholics on meetings, this time was important that you were free and you understand what I mean? Or it's just very important to start recovery program immediately when you come to program? Just work steps and... I think it's a good question. I don't know that... I will translate. Will translate. Я спросил такой вопрос, что насколько он считает важным, что вот многие люди приходят и как бы, входят в собрание, кайфуют от трезвости, от новой жизни, от новых знакомств, от жизни без употребления, но не начинают работать по программе. Насколько это важно, вот, иметь такое время, когда ты свободен, у тебя нет каких-то строгих обязательств и ответственности, или же нужно сразу начать программу выздоровления, работать по шагам и стремиться, там, не знаю, к идеалам, как в семье, хорошая работа и так далее. Такой вопрос был. Okay, John. When I came to AA and I stopped drinking and I went to meetings, I thought I was treating my alcoholism. Когда я стал трезвым и начал вот ходить на собрания и посещать собрания вот эти 2,5 года, я думал, что я вылечиваюсь от своего, лечусь от своего алкоголизма. But sobriety by itself is not a treatment for alcoholism. Но чистота сама по себе это не лечение алкоголизма. It is simply a condition under which the treatment can take place. Это именно условия, при которых выздоровление и чистота возможны. I have to be sober, obviously. Мне по-любому нужно быть трезвым. To work the steps and have a spiritual experience, I must first be sober. Да, для того, чтобы как бы начать работать по шагам, и основное условие, это, конечно же, трезвость. But without the steps, without a spiritual experience, sobriety is painful. Но без шагов, без духовного развития, чистота превращается в боль. Because I have no solution anymore. Потому что у меня нет никакого решения для моих проблем больше. My solution to everything in life was to drink. Мое самое главное решение всех проблем в моей жизни это было просто напиться. So I've removed one solution, and I haven't yet got a new solution. Получается, я стал трезвым, убрал то решение, которое было просто пить, но не нашел еще нового решения. It's actually accurate to say, or true to say, that I don't have so much a drinking problem as I have a drinking solution. Если говорить как есть, то
У меня нет проблем с питьем, у меня есть проблема с нахождением решения. Запутался. Can you repeat one more time? I got the sense, but... The sense that my drinking problem is really a drinking solution that doesn't work anymore. То, что раньше я считал за решение всех проблем, это питье, оно больше не работает. I mean, let me be very clear. I simply love alcohol and drugs. Давайте я буду абсолютно честен. Я люблю наркотики и алкоголь. I mean, a very passionate love. Достаточно большой любовью. Like the most beautiful lover in the world. That's how strong I feel about it. Как самая большая и красивая любовь в моей жизни. And the reason I felt that way is because at one time it was a magical solution for everything in my life. Потому что однажды случилась такая вещь, что все проблемы были решены ежесекундно алкоголем и наркотиками. At one time, there was no problem that alcohol didn't fix, and there was no situation that alcohol did not improve. И в какое-то время не было каких-то проблем или ситуаций, которые алкоголь или наркотики не могли решить. But eventually, that turned completely around. Но все случилось наоборот. And by that time, I couldn't do anything about it. И к этому времени я уже ничего с этим не мог поделать. So I came to AA, I went to 7 meetings a week, and I stayed sober. И я пришел в АА, ходил каждый день на собрания и оставался трезвым. But because I did not work the steps, I did not change. Но так как я не работал по шагам, и я не изменился. Я So не менялся. basically, it took me 2.5 years to discover the truth about AA. И, в принципе, мне нужно было 2,5 года, чтобы узнать правду о программе АА. Which is that if I don't change through the 12 steps, then eventually I will drink again. Что если я не меняюсь, работая по 12 шагам, то я начну пить снова. So in answer to your question, many of us have this type of experience. И отвечая на твой вопрос, да, у многих из нас есть такой опыт. It takes time for me to realize that there's more that's wrong with me than just drinking. И да, это занимает некоторое время, чтобы понять о себе самом, что проблема не в питье, не в алкоголе. Drinking is the symptom of what's wrong with me. Алкоголь – это только симптом того, что со мной не так. And the 12 steps are the solution that changes me into a man who does not need a drink every day. И программа 12 шагов именно меняет меня в человека, которому больше не нужно, нет этой потребности, чтобы пить. So for the last 29 years since I worked the steps, my sobriety has been much better. И 29 лет с того момента, как я начал работать по шагам, моя чистота стала намного приятнее. And I get to spend a lot of time with wonderful people like you doing this kind of stuff. И у меня есть возможность проводить свое время вот так, как я провожу сейчас его с вами, и мне это нравится. So, hopefully that answers the question. Yes, John. Now I got it. You just opened the sense of one sentence in explanation. Thank you. Good. Да, Джон как бы раскрыл всю тему одного предложения в последний спич как бы по программе и по тому, что 2,5 года он просто ходил на собрание. Ребята, еще есть вопросы? We are waiting. Maybe someone will come with a question.
Well, it's okay. If there's no more questions, it's fine. We can stop whenever. But I'm really grateful to be asked to share my experience, and thank everybody for listening. Thank you, John. Джон еще раз благодарит за внимание, за доставленную честь поделиться своим опытом. Thank you, John, a lot for your experience, for your simplicity and shortness. In I got the sense of everything you tell, but the translation sometimes it's difficult to me to translate exactly what I've got in my head. Sure. To come out with words, that people will understand. I think it was fine. I hope so, yeah. У меня тут есть вопрос, пока я очередь не вижу. У меня что-то еще со светом в машине. Такой вопрос. Вот, если я правильно услышал, запомнил, сейчас со спонсором вот Джон разговаривает где-то раз в неделю. А вот поначалу, когда он начал выздоравливать, он как, общался каждый день или, в общем, как вот строился формат именно по десятке? Ага. И звонил ли он только спонсору, и либо тоже впереди идущим, то есть как это у него сложилось? John, the question is, how often do you contact your sponsor right now about the 10th step, your discussion with sponsor about something you did, some faults, and if you call only to your sponsor or to another AA friends to share your 10th step? Yeah. And how you did it in the beginning. Yes, and how you did it in the beginning when you started to work the program properly. So I think the important thing is that I am in regular contact with my sponsor. Самое главное, что у меня есть регулярный контакт с моим спонсором. And that I listen to what he says and take suggestions. Я слушаю то, что он говорит, и принимаю его совет. Sometimes his suggestions are, I need to go apologize to somebody. Чаще всего его предложение о том, что я должен сделать, это пойти и извиниться перед кем-то. Sometimes his suggestions are, I need to sponsor more people. Иногда он говорит о том, что я должен спонсорить больше людей. Sometimes his suggestion is, I need to take a more commitment at the meeting and make the coffee and set up the chairs and clean up after. Иногда он говорит, что я должен взять больше служения на собраниях, варить кофе, поставить стулья перед собраниями и после убираться в комнатах, где проводятся собрания. And sometimes he suggests that I need to write an inventory. И иногда он предлагает мне написать очередную инвентаризацию. And so whatever he suggests, I need to try to be willing to do that. И неважно, что он мне предлагает, у меня должна быть готовность сделать то, что говорит мой спонсор. That's why he's my sponsor, because I trust him. Поэтому он мой спонсор, потому что я ему верю и доверяю. So my different sponsors over the years have had different suggestions at different times. У меня были разные спонсоры, и, в принципе, разные советы давали в разных ситуациях. Right now, I talk to my sponsor about once per week. На данный момент я общаюсь с своим спонсором минимум один раз в неделю. And I do whatever he says. И я делаю именно то, что он мне говорит. So hopefully that's clear. And the question was how you did in the beginning, if you had contact with sponsor more often, and if you had contact only with your sponsor, or you have other people you trust and you can share on 10 steps with other. Yeah, in the beginning, I would say I spoke to my sponsor much more frequently. В начале, да, конечно же, у меня контакт со спонсором был намного чаще. And yes, I do think it's important to have a lot of other contacts because sometimes you can't get a hold of your sponsor.
Да, я считаю, что должны быть другие контакты, с кем ты можешь поделиться, потому что иногда просто невозможно дозвониться до спонсора. So there's been times where I would have to call an AA friend and just say, hey, I've kind of got a difficult situation here. What do you think I should do? И да, у меня были времена, иногда я звоню своим друзьям в АА и говорю, слушай, привет, у меня вот здесь проблема, что ты думаешь об этом? Yeah, so I need to have many AA contacts, but the primary person is my sponsor. Да, у меня много контактов, но основной это мой спонсор. Основной контакт это мой спонсор. Да. Да. You know, maybe more speaker meetings for Russia, and you will learn Russian. And then you can, in 5 years, you can have speaker meeting in Russian. You know, and I will just help you a little bit. You know, just some words. We can teach many bad words. A lot of bad words we can teach. I learned to say... We can teach bad words, yeah. But no. I will not. I would love to know all the bad words for sure. I worked, when I was a scientist, I did work with a lot of Russian scientists. And this one guy taught me to say, "Пойдем покурим," because he wanted to take a smoke break. Пойдем покурим. Пойдем покурим. Пойдем покурим. Джон рассказывает о том, что я пошутил о том, что, возможно, через 5 лет, если он будет так часто, почаще спикерить для России, он выучит русский и будет спикерить на русском. Он смеется и говорит, что, в принципе, он 30 лет работал научным сотрудником и работал с русским какое-то время, и тут его научил вот фразе «пойдем покурим». Вот, поэтому у Джона есть возможность выучить русский и спикерить на русском языке. Yes, John. Вопросов я не вижу, наверное, надо будет... John, do you know what it means? Пойдем покурим. Let's go smoke? Yes, exactly. Yes. But do you smoke now? I don't anymore. You don't? You quit smoking when? Long time ago? Like 15 years. 15 лет Джон уже не курит сигареты. That's good. And how old are you now? The last question. 52. 52, yes. If you started recovery at 20 years old and 32, yeah, 52 years. Okay, John. Thank you for sharing. It was very... I was sweating like hell, but I was nervous. My connection, the phone was sometimes, I thought now it's totally finito la commedia, but you know, we managed it together with you. No, it was totally fine, man. You know, we just all have to be patient when we're dealing with technology. Thank you. Excuse me, my friend. Я все-таки вклинюсь. К сожалению, время подходит к концу. Да. Давайте будем завершать собрание. Я тогда его завершу. Еще раз Джону огромное спасибо за спикерскую. Лично я хочу еще раз. John, one more time, Mikhail says thank you to you, and we are now closing the meeting. Okay. Thank you very much, guys. Thank you. Thank you, man, a lot. Спасибо, что наше собрание, к сожалению, подходит к концу. Спасибо, что предоставили мне возможность провести это собрание. Если я кого-то обидел, прошу вас прощения. Хочу напомнить вам, что мнения, высказанные на собрании, это личное мнение и опыт каждого, а не мнение АА в целом. Также напоминаю о 7-й традиции. Ссылка у нас находится в чате. Закончим наше собрание декларацией ответственности АА. Если кто-либо где-либо в беде и ему нужна наша помощь, АА всегда будет рядом, и я отвечаю за это. Спасибо. Давайте помолимся вместе, каждый про себя. Боже, дай мне разум и душевный покой, принять то, что я не в силах изменить, мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого. Да исполнится воля Твоя, а не моя.